Дорогие друзья, я решил ответить на накопившиеся вопросы за все это время. Их накопилось немало, вот я их тут распечатал. И, наверное, следует начать вот с чего. Для тех, кто не знает, кто ходит на мои курсы, тот знает, я об этом часто говорю. Все, что я говорю, является моим личным мнением, которое отражает мой личный опыт. И не более того. Я не претендую на истину и никогда не претендовал. В общем, это надо сказать. А дальше я говорю то, что я считаю нужным по поводу самых разных вопросов, которые разные люди задают мне. Ну вот, например, человек ставит цель достичь радужного тела. Непонятен акцент. Очень много говорится про радужное тело. В моей концепции нагуализма моя форма радужного тела равна огню изнутри. Может быть, это не так. По крайней мере, я так понимаю. То есть мы достигаем максимальной интенсивности осознания, и эта максимальная интенсивность осознания может быть воспринята окружающими, внешним наблюдателем, как радужное тело. Какую роль это играет в буддизме, в тибетском буддизме? В общем, это не имеет значения. Вот у меня это так. То есть радужное тело – это свидетельство того, что человек сохранил осознанность после того, как его тело, физическое, плотное тело разрушилось. Вот почему делается акцент на достижении радужного тела. Вот пользователь Хуанчо Хинарчо спросил так. Дзогчен – путь для избранных. Учение Дона Хуана не для всех? Спрашивает он меня. Это такой фундаментальный вопрос. Дело в том, что любой духовный путь не для всех. Да, если вы занимаетесь йогой, или вы занимаетесь даосской практикой, или вы занимаетесь нагуализмом, вы знаете, что ваши достижения на этом пути могут быть ничтожными, а могут быть гигантскими. Это зависит от вашей предрасположенности, от конституции вашего тоналя и от других причин, от вашего намерения прежде всего. Так что путь не для всех. Вы должны проверить себя, прислушаться к себе и понять, какой путь ваш. Я этим же путем и шел. Я шел, сначала я занимался йогой, потом я нашел Кастанеду и долго ходил вокруг него, проверял себя, пока не понял, что это все-таки мой путь. В общем, мы должны быть внимательны, прислушаться к себе, чтобы понять, наш это путь или не наш. А духовный путь, он действительно не может быть для всех. Он для очень определенного типа человека. Я желаю вам найти свой путь. Ваш путь сердца. Дальше. Ну вот тут один товарищ, который называет меня почему-то магом, говорит, что я что-то там втираю людям. Ну, в общем, некрасиво что-то написал. А
что я сам же обесценил свои книги, в одном интервью сказав, что во многом он заблуждался. Странно это все звучит из его же уст. А мне странно это слышать или читать. Мои книги – отражение моего движения по пути. Как еще вам это объяснить? Вдумайтесь. Когда человек начинает свое движение по пути, он что-то понимает, что-то не понимает, что-то понимает весьма поверхностно или искаженно. И он пишет книги. И это все отражается в его книгах, потому что, ну вот он писатель. Так сложилось в его жизни. Продвигаясь все дальше и дальше по пути, он поправляет сам себя. Ничего здесь странного я не вижу. Более того, было бы странно, если бы... А разве у Кастанеды вы не то же самое находите? Ну, я подозреваю, что для этого товарища Кастанеда не авторитет. Ну, допустим, такое явление встречается очень часто. Если человек развивается и двигается куда-то, то в первых его книгах можно встретить те суждения, которые не всегда и не полностью соответствуют тому, что мы находим в его последующих книгах. Поэтому я, например, очень не люблю свою вторую книгу. Она для меня лично, мне она не нравится, в общем. Хотя как раз читателям многим нравится. Вот, я как раз после первой, то есть «Тайна» Карлоса Кастанеды, я, ну, может быть, как раз... Это, кстати, частый эффект, когда вторая книга менее удачная. А вот когда человек уже находит свое направление или свою интонацию, он находит это, вот, это уже обычно в третьей книге, это «Человек неведомый», «Пороги сновидения» и дальше. В общем, дальше все пошло. А вторая, после Кастанеды, она какая-то получилась ни туда, ни сюда. Но это мое личное мнение. Читателям многим нравится наоборот. Ну, многие читатели вот выражают благодарность. Спасибо вам за то, что смотрите. Алексей Ксензюк в одной из своих последних книг, описывая свои сновидческие ощущения, как нельзя точно описал то, что в дзогчен именуется осознавание состояния естественного света. Да, я тоже обратил внимание, когда прочел. Действительно много сходства. А дальше данный опыт говорит о продвинутости и дает возможность реализации в одном из посмертных бордо. Но вот дело в том, что насчет посмертного бордо, тут надо, конечно, поразмышлять. В каком плане? Мы понимаем, что интенсивность осознания позволяет нам переносить свое осознание из жизни в жизнь, что в какой-то степени дает как бы еще один аргумент, вот теория реинкарнации. То есть те люди, которые могут вспомнить какие-то переживания из прошлой жизни, возможно, эти переживания как раз отражают всплески их осознанности в прошлой жизни. А само это состояние бордо, то есть состояние между жизнью и следующей жизнью, это особый тип переживания и особая позиция точки сборки, в которой, в основном точка сборки дрейфует, но если она уже зафиксируется в этом состоянии, то
у нас остаются какие-то впечатления от этого состояния. В общем, это надо иметь в виду. Алексей Петрович, если есть возможность, расскажите, пожалуйста, про побочные явления при практике остановки внутреннего диалога и как останавливать мысли правильно. Например, я заметил, что вместо легкости может появляться что-то вроде ощущения тяжелой пустоты. По поводу, я долго думал, какие же могут быть нежелательные побочные явления при остановке внутреннего диалога. Ну, и что мне пришло в голову? У нас развивается, если мы за этим не следим, что если мы все делаем правильно, то никаких нежелательных побочных эффектов не будет. Но если мы делаем абы как, то может возникнуть нежелательная асоциальность. Да, то есть мы становимся нелюдимы, угрюмы, даже не столько угрюмы, сколько нелюдимы. То есть мы уходим от социума все дальше и дальше. И это один такой вот эмоциональный нежелательный эффект. Почему нежелательно, я сейчас скажу. А второй нежелательный эффект – это то, что наше внимание может быть чрезмерно сосредоточено на внутреннем содержании. Внутреннем. А для нашей практики важно, чтобы внимание не было сосредоточено на внутреннем содержании. У нас в нашем внутреннем мире эмоции, чувства – это основные содержания. И мысли. Мысли, эмоции и чувства. Ну и разного рода рефлексии. Именно они составляют основное содержание остановки нашего внутреннего диалога с самим собой. Поэтому я очень часто говорю, и на наших курсах повторяю, что мы должны научиться направлять внимание вовне, на внешний мир, и фиксировать на этом. И сама суть практики здесь и сейчас заключается в том, что мы вчувствуемся, вслушиваемся, вглядываемся в мир, который нас окружает, каждое мгновение проживаемой нами жизни. Каждое мгновение мы не думаем о будущем, мы не думаем о прошлом, мы внимательно созерцаем каждое мгновение проживаемой нами жизни снаружи. Это сложный прием. По крайней мере, мне он дался очень сложно. Мне пришлось потратить много лет, чтобы его освоить. Потому что наше внимание соскальзывает, хочет уйти внутрь и привычно заниматься рефлексией, самоотражением, привычно заниматься мыслями, эмоциями, чувствами. Надо все время себя ловить и не давать своему вниманию это делать. Таким образом, вот такие два побочных эффекта я нашел. Асоциальность и вот сосредоточение на внутреннем. Они легко преодолимы. Если правильно выполнять сталкинг, выслеживать себя, если быть внимательным к своему поведению, а у меня целое направление поведенческая практика, мы должны следить за тем,
соответствует ли наше поведение тому, что мы с собой делаем. Ну, об этом долго говорить, не буду на этом останавливаться. Я там где-то говорил, что вот я разделил практику на 5 направлений. Медитативная, выслеживающая, то есть сталкинг, поведенческое, намерение, потому что про намерение мы часто забываем. И 5 – это работа с энергией. Вот если все эти 5 направлений параллельно выполнять, то все будет хорошо. Ну, мне тут предлагают открыть золотым ключом дверь в мир магии, написать об этом книгу, не знаю. Не знаю, получится или нет, не знаю, хватит ли у меня на это времени. По крайней мере, буду стараться. Ну вот, еще меня спрашивают. Такой вопрос. Сергей меня спрашивает. Может ли заменить потребность в сексе практика расфокусировки внимания? Влияет ли она на циркуляцию энергии? Ну, просто одна лишь расфокусировка внимания вряд ли здесь поможет. Прежде всего здесь помогает физическая активность и дыхание. Вот это, если вместе с расфокусировкой внимания. Все это вместе изменяет нашу энергетическую активность, переключает внимание с одних потребностей на другие и позволяет забыть о потребности в сексе. Но в принципе не надо воспринимать потребность в сексе как что-то такое, не знаю, как это назвать. Это вполне естественная вещь. Пока это тело живо, оно нуждается в еде, в питье, в том числе в сексе. Другое дело, насколько осознанно мы обращаемся со своим телом, и в том числе с его потребностями. Если мы осознанно обращаемся со своими потребностями, то все наши потребности, в том числе и сексуальные, будут реализоваться правильно. Если мы безупречно относимся к своим потребностям, то мы все на самом деле чувствуем по результатам, по итогам, по плодам. Если мы не безупречны, мы замечаем, что мы то и дело делаем ошибки, и чем дальше, тем больше мы ошибок делаем. Если мы сохраняем внутреннее равновесие и осознанность, то никакие наши потребности не выводят нас из состояния осознанности. Мы продолжаем сохранять гармонию, покой, осознанность и наблюдаем за тем, как функционирует вся эта система, которую можно назвать плотным телом, из позиции свидетеля. А свидетеля мы ощущаем из нашего тонкого тела. Вот можете ли вы свидетельствовать свои потребности из позиции свидетеля или нет? Или они вас так увлекают, что вы забываете себя и входите в состояние забвения. В этом суть. Если вы можете
сохранять осознанность, все в порядке. Если нет, вот тут надо призадуматься. Ну вот меня просят давать больше видеоматериала. Основные мои видеоматериалы, это мои курсы. Приходите на курсы и будете получать каждые 2 недели полноценную лекцию. Вот. А так я вот по мере, как выдастся свободное время. Вот так получается. Значит, меня спрашивают о традиции Игоря Калинаускаса. К сожалению, я с этой традицией... Когда-то я прочитал его книгу. Не помню. Уже даже название не помню. По-моему, вот «Наедине с миром» или что-то такое. И у меня было даже мнение. Но я был тогда намного моложе и гораздо максималистичнее, чем сейчас. Сейчас я выражаюсь сдержаннее и многого сейчас не помню уже. И многое в моих суждениях изменилось. Я думаю, что что-то там наверняка есть, с чем я соглашусь, а что-то, конечно, отличающееся от моего мнения. Ну, скажем так, это надо перечитать еще раз, и тогда, может быть, я освежу впечатление. Но в любом случае я не могу сказать, что я сейчас отношусь к этой традиции резко отрицательно. Иначе бы я помнил. Я помню, что мне рассказывали. Тогда это называлось «Огненный цветок». Я думаю, что Игорь Калинаускас уже и сам изменился. Столько лет прошло. И там трансформация же продолжается, я думаю. Я могу сказать вот что. Это его традиция относится к трансформационным. То есть, вот насколько она эффективна и успешна, это другой вопрос. Но то, что это одна из попыток трансформации, это безусловно. Ну, а там уж надо поближе познакомиться, и тогда, может быть, более однозначно можно будет что-то сказать. В одной из своих книг, если я правильно помню, вы говорили, что согласно Кастанеде, после смерти физического тела постепенно рассеивается энергетический кокон. Да, было такое дело, давно это было. Дело в том, что я тогда вообще еще не понимал, как устроен этот мир. Вот я сейчас стал говорить об энергии осознания буквально последние, может быть, 2-3 года. Потому что я ее, наконец, стал чувствовать. Стал ее ощущать, она открылась мне в процессе практики. И когда она мне открылась в процессе практики, я понял, что мы как люди, как осознающие существа, вот существуем благодаря этой энергии осознания. То есть она в нас входит по этому знаменитому центральному каналу через макушку сверху вниз. Мы ее ощущаем. Насколько мы ее ощущаем, настолько мы... В общем, эта энергия осознания, это некий инвариант. Он остается после того, как тело разрушается, после того, как разрушается энергетический кокон,
Тут возникает другой вопрос. Сколько в этой энергии осознания личностного? Или это просто универсальная сила, в которой нет ничего личного? Это все еще предмет исследования. Когда мы занимаемся практикой, мы можем почувствовать, что мы благодаря нашей практике какие-то элементы личных переживаний можем сохранить, делая их более осознанными. Ну вот, так примерно пока что на сегодняшний день обстоит дело. То есть, собственно говоря, по большому счету, мы из автоматизмов, из вот этого тоналя, который является складом автоматизмов, постепенно какие-то элементы, которые поддаются, переносим в осознание, потихонечку какие-то содержания. Они становятся осознанными, и хочется верить, что таким образом они присоединяются к этой энергии осознания и сохраняются вместе с ней. Но примерно так. В любом случае переживание самоосознания, то, что является сущностью энергии самоосознания, оно остается. Получается, не остается ни души, ни сознания, ни восприятия. Это я читаю вопрос. Насколько я помню, на тот момент вы поддержали эту идею, согласились. Но как вы считаете теперь? Неужели все так печально и безнадежно? Хотя, вероятно, надежда есть, но для тех, кто стал на некий духовный путь, даже если так, неужели для всех остальных принципиально нет шансов? Ну, вот я вам сказал, мы усиливаем свое осознание и этим увеличиваем свой шанс сохранить свое осознание. То есть оно остается и так, но насколько оно является носителем личностного начала, замечу, не эгоистического, а вот тех особенностей нашей личности, наших личных переживаний, которые являются то, чем мы отличаемся от другого человека. Да? Наша индивидуальность. Вот это постепенно, оно усиливается по мере практики и входит в эту энергию, становится ее частью. Я бы так сказал, за всю нашу жизнь мы проживаем, может быть, 2, 3, 4 часа в осознанном состоянии. Все остальное время наше осознание дремлет. Поэтому нет ничего удивительного, что человек, когда его тело умирает, и если он вдруг рождается снова, он и не помнит ничего. А что ему помнить? Если же человек занимается практикой, его осознание усиливается, и ему все больше есть чего помнить о себе, о своей сути, потому что его переживание самосознания становится во много раз сильнее. Но это все предмет исследования. Для того, чтобы убедиться, так оно или нет, надо поработать, прожить эту жизнь, потом родиться снова, вспомнить и убедиться. Ну вот примерно так я бы сказал. Судьба наша – это судьба сознания. Я тут написал.
Если осознание слабое, оно может рассеяться. Сильное сохраняется и собирает энергетическое тело. И так оно и есть. Более того, я скажу, от силы осознания зависит наша судьба. Именно в самом широком смысле. То есть судьба как личная история. Мы сами не ощущаем, как в нас срабатывают предрасположенности оказаться в той или иной ситуации, отреагировать так или иначе на какую-то ситуацию. А из этого и состоит наша, собственно, судьба или наша личная история. Чем осознаннее мы становимся, тем сильнее меняется наша личная история в сторону управляемости. Вот, по крайней мере, так. В тех ваших книгах, которые мне довелось читать, никогда не шла речь об эгрегорах. Словно бы в вашей реконструкции нагвализма для них нет места. Но есть впечатление, что все это существует. Вот нейросеть тоналей в ноосфере. Понимаете, может быть, существует нейросеть тоналей в ноосфере. Но в моем личном опыте таких переживаний пока что не было. И я никак не могу не подтвердить, не могу и отрицать. То есть, может есть, может нет. Что тут скажешь? По крайней мере, ярких, однозначных подтверждений такому феномену, как эгрегор, я дать не могу. У меня не было такого опыта. Если вдруг, а я ведь много, уже больше 30 лет занимаюсь этой практикой, если вдруг что-то такое откроется, я обязательно расскажу. И обязательно поделюсь. И вот это все, что я могу обещать. По поводу понятий тональ и нагваль. Являются ли они толтекскими синонимами древнегреческих понятий физика и метафизика? Спрашивает меня пользователь Яроенко. Нет, не являются. Это другие два термина. Они на других... там физика и метафизика — это из ощущаемого, и за пределом ощущаемого. А, скажем, если упрощать, тональ и нагваль не опираются не на ощущения, скорее, и не на чувственный опыт, а на описание мира и себя. Это тональ. Описание мира и себя вместе с законами, алгоритмами, программами, последовательностями, всесторонние. И нагваль — то, что никак не может быть описано. А по большому счету, не то, что не может быть, не только не может быть описано, но и не может быть собрано в организованное восприятие. Вот в чем сущность этой пары, магической диады. Тональ — то, что мы можем описать и собрать в какое-то организованное восприятие через описание, через разговор, через размышление. И то, что никак не может быть описано. Оно внутри нас есть. Даже когда мы сначала плохо это осознаем,
Но если мы занимаемся практикой, мы усиливаем свое внимание и постепенно начинаем замечать, что внутри нас, как мы, например, не замечаем свое тонкое тело. Оно внутри нас все время есть, но оно не является элементом описания мира. То есть элементом тоналя наше тонкое тело не является. А если мы прислушаемся, то мы заметим, что внутри нас, подобно жидкости, пропитавшей губку, также есть некое ощущение, не знаю, как его лучше назвать, тепла и энергии, который пропитывает наше тело. Его надо научиться выделить вниманием, прислушаться и усилить. А потом хорошенько с этим поработать, чтобы это ощущение стало четче, сильнее, плотнее. И вы заметите, что тонкое тело внутри вашего плотного тела, оно наполняет все ваше плотное тело, во-первых, а во-вторых, оно еще и окружает ваше плотное тело таким вот облаком. В общем, все это можно почувствовать. Для этого надо позаниматься практикой. И это, кстати, в этом и есть суть нашей практики. Научиться заставить свое внимание фокусировать себя на тех вещах, которых нет в описании, которых нет в тонале. Поначалу это очень плохо получается, потому что наше внимание все время работает по законам тоналя, по законам описания. И поэтому оно соскальзывает на тональ. Но если много раз пытаться, то в конце концов мы начинаем что-то чувствовать. Про абстрактные ядра спрашивает меня Омари Берадзе. Как вы их понимаете? Всем ли людям они приходят? Конечно, не всем. Они приходят тем людям, которые занимаются практикой. И в тех случаях приходят абстрактные ядра, когда возникает серьезная проблема. Ведь что такое абстрактные ядра? Это разрешение какого-то, скажем, конфликта. Или разрешение внутреннего конфликта. То есть это работа осознания. И если мы добрались до определенного уровня осознания, то мы можем встретить то или иное абстрактное ядро. Там, стук духа и так далее. Еще что-нибудь из этой серии. То есть это всегда столкновение двух сил. Личного нагуаля и вселенской энергии. Можно так сказать. Можно ли сказать так, что со смертью физического тела умирает наша личность? Опять о том же. Конечно, это нас очень волнует. Социальная личность, эго. Тональ умирает однозначно. Так вот, потому мы и занимаемся практикой, чтобы какие-то элементы тоналя, чтобы изменить их качество, эти элементы тоналя, чтобы они стали элементами не тоналя, а элементами осознания. В какой-то момент это происходит. Я могу сказать, что это очень ясно ощущается. Как ощущается, я сказать не могу. Но когда мы занимаемся практикой, мы это чувствуем.
в какой-то момент часть меня становится уже не частью тоналя, а частью осознания того безмолвия, которое находится выше и из позиции свидетеля смотрит на тональ и на то, как тональ реагирует, ведет себя, реализует себя и так далее. Вот, можно так сказать. Ну вот, безупречность — это и есть просветление. Да нет. Тут один человек написал: в общем, безупречность — это и есть просветление. Это некоторое упрощение. Безупречность и просветление — это разные вещи. Просветление сильнее, чем безупречность. Безупречность — это глубокое очищение тоналя, в котором растворяются все те программы, которые вызывают страх смерти, чувство собственной важности, жалость к себе. Вот если все это удалось растворить, и вы это чувствуете и проживаете, это называется примерно безупречность. А просветление — это когда на этом фоне вас какая-то сила еще поднимает ближе к источнику энергии осознания. Вот я вам сказал, что в нас входит энергия осознания условно через макушку. Ну, это все условные вещи, условно проживаемые так. И мы можем подниматься, а можем не подниматься. Вот когда мы поднимаемся, это переживается как просветление. Вот в этом различие между безупречностью и просветлением. Ну вот, а другой написал товарищ: а я, например, почувствовал или ощутил, когда был сильно под градусом, что есть какая-то часть меня, которая вообще не пьянеет. Она вообще просто тупо осознает, никак не участвуя в процессе. Это один из тех случаев, когда осознание становится доступным нашему непосредственному переживанию. Это не только, есть много измененных состояний сознания, когда мы вдруг замечаем, что кроме тоналя внутри нас еще есть осознание. Вот это один из тех случаев. Тут проблема не в том, чтобы заметить, потому что я много раз говорил, что мы вниманием своим заскакиваем туда очень часто. Все люди. Практика заключается в том, чтобы если вы туда заскочили, остаться в этом состоянии осознанности. Потому что механизм тоналя работает так, чтобы как только вы заметили осознание, вы сразу через 2 секунды максимум выскочили и вернулись в этот склад автоматизмов, который мы называем тоналем. Вот нам надо научиться оставаться в состоянии осознанности хотя бы минуту для начала, потом 2 минуты, чтобы мы что-то начали ощущать, чтобы мы почувствовали разницу через тело, как мы ощущаем реальность, энергетическую реальность вокруг себя и внутри себя, когда мы осознаны и когда мы неосознаны. Вот. В каком порядке, спрашивает меня, читать книги Алексея Петровича? Ну, наверное, в том порядке, в котором я их писал.
Описала их в таком порядке. Первая книга «Тайна» Карлоса Кастанеды. Вторая после Кастанеды. Третья, если не ошибаюсь, «Человек неведомый». Четвертая, по-моему, «Пороги сновидения». Пятая, «По ту сторону сновидения». И шестая, «Осознанное сновидение, внетелесный опыт». Есть у меня подозрение, что я что-то пропустил, потому что их, по-моему, чуть-чуть больше. 7 их, по-моему. Какую-то книгу я, может быть, пропустил. Ну вот порядок, во всяком случае, основной такой. Протреснувший горшок задает вопрос. Значит, наш читатель спрашивает, что треснувший горшок, пишет он, это тот, кто захотел обучаться магии по собственному желанию. Мне кажется, большинство читавших Кастанеду так увлеклись, что забыли главный постулат. Затянуть человека на путь магии можно только обманным путем, иначе есть мотив, направленность на результат, который мешает. Правильно все вы пишете. Я совершенно с этим согласен. Но тут немножко я-то уже рассуждаю с точки зрения человека, который больше 30 лет идет по этому пути. Поэтому, когда долго занимаешься практикой, да и не очень долго, не обязательно 30 лет, хотя бы лет 5 или там в пределах 10 лет, так или иначе погружаешься в новое настроение, в новое состояние и в какой-то момент забываешь об исходном импульсе, который тобою двигал. И вот здесь забываешь о первичных мотивах. И вот тут выясняется, что треснувший горшок не забывает о своих первичных мотивах. То есть его все время там грызет. Я делаю это для чего, например? Для того, того и того. У него есть конкретные цели. Вот этот треснувший горшок. А не треснувший горшок, он просто понимает, что иначе он жить не может. Все просто. Есть два способа жизни. И вот перед ним раскрывается тот способ жизни, который ему естественен, и иначе он, его путь сердца. Иначе он жить не может. Если он ощущает то, что перед ним раскрывается как гармоничный ему путь сердца, и что иначе он жить не может, значит, он не треснувший горшок. Если же он все время думает, смог ли я войти там в осознанное сновидение, смог ли я выйти из тела, смог ли я, не знаю, еще какие-то там достижения, достичь, какие-то... И только ради этого он все это делает, значит, он таки треснувший. Вот, мне кажется, так следует к этому подходить. Подумайте на эту тему. То есть оно раскрывается перед нами как способ жизни. Для меня нет ничего лучше, чем находиться в состоянии остановки внутреннего диалога безо всяких целей, безо всяких результатов. Потому что я в этом состоянии лучше ощущаю само осознание, то есть самого себя. Самого себя. А это и есть, самый лучший результат, который только можно придумать. Я говорю, все остальное время, которое мы думаем, что живем, мы на самом деле просто дремлем, полуспим и ничего не осознаем. И жизнь проходит мимо нас. И все. Так что я бы так сказал.
Ну вот, чтобы качественно расслабиться, нужно качественно напрячься. По поводу техник расслабления, я много об этом говорю на курсах наших. Но это действительно навык, который трудно входит. Хотя, казалось бы, что может быть проще? Расслабься и все. Но тем не менее, многие встречают затруднения на этом уровне. Потому что мы напрягаемся не только из-за привычки напрягаться, а еще из-за того, что даже подключается тональ. Тональ привык напрягаться, потому что он беспокоится. Тут надо научиться глубокому покою. Кроме расслабления, научиться еще глубокому покою. Вот это вот. В общем, это все происходит в процессе практики. Все мы осваиваем постепенно. Ну, дальше здесь вопрос такой. ОВД как практика присутствует во многих школах буддизма. Но Дже Цонкапа, надеюсь, я правильно произношу, достиг радужного тела, при этом считал это состояние, мягко говоря, непродуктивным и ошибкой на пути. Ну, значит, он понимал радужное тело не так. Или мы можем сказать, что он понимал, понимаете, как? По большому-то счету это правильно. Это нельзя считать, то есть это действительно ошибка на пути. Если мы вообще ставим перед собой цель достичь радужного тела, да любого тела, вообще любую цель, если мы перед собой ставим, мы входим в состояние делания. А истинная практика происходит в состоянии неделания. Мы должны забыть о результате. Итак, не плодов ты желай, а деяния. Вот это состояние неделания должно быть непрерывным и постоянным. Когда мы забываем и начинаем стремиться к радужному телу или к какому-то еще, или состоянию самадхи, или еще какому-то состоянию, это уже сбивает нас с пути. Наше внимание должно быть сфокусировано на процессе практики и больше ни на чем. Это трудно. Мы не умеем так. Но в процессе работы постепенно перестраиваем себя, переучиваемся, и в конце концов это начинает получаться. Это все не сверхъестественные какие-то вещи. Это все приходит. И я лично, на собственном опыте это все прожил и убедился, что это возможно. Вот. Так что он прав. Если мы это воспринимаем как цель, это действительно заблуждение и ошибка. Просто оно приходит, хочешь, как ты к этому не относишься, оно приходит, если ты достиг максимальной реализации своего осознания, оно приходит в момент смерти, вот и все. Как бы мы к этому ни относились. Ну и вот заключительный вопрос, который сформулирован примерно так. Все это замечательно, и скорее всего так и есть, но как это использовать? Первичный устойчивый контакт с физическим телом. Все остальное настройка. В противном случае неделание превращается в очередную сказку для головы. Вот здесь что надо понять? Что формула исходная, в смысле устойчивый контакт, да, первичный устойчивый контакт с физическим телом, она не совсем точная. Первичная для нас, как осознающих существ, это
не контакт с физическим телом, а поле внимания и те содержания, которые оказываются в поле нашего внимания. И все. А дальше мы уже начинаем с этим полем внимания. У абсолютного большинства людей поле внимания сфокусировано на физическом теле. То есть, понимаете, все как бы так оно и есть, да. Контакт с физическим телом, но через внимание. Если мы заметим свое внимание, мы можем научиться вниманием управлять. А если мы научимся своим вниманием управлять, то от нас зависит, что в этом поле внимания будет находиться. Физическое тело, тонкое тело, какие конкретные ощущения, переживания. Короче, мы начинаем с этим осознанно работать. Мы учимся управлять вниманием, и это именно определяет трансформацию нашего энергетического тела. Именно это. Процесс не быстрый, но что я могу точно сказать? А я уже это много раз говорил, что мы освобождаемся от волнений, беспокойств, стрессов. Вот мы сейчас находимся все в ситуации там, тяжелых стрессов и беспокойств, да, страхов и так далее. Все это постепенно уходит в течение, по крайней мере, нескольких лет практики. А дальше к нам приходят новые ощущения, новые переживания. Мы начинаем чувствовать все больше тонкое тело, мы начинаем чувствовать еще более тонкие нюансы своей энергии, своего тела, учимся фокусировать внимание на этих нюансах. И так шаг за шагом поднимаемся все выше и выше. Вот в этом заключается наша работа и наше освобождение. Освобождение от обусловленности, от нашей несвободы. Короче, как сказал Будда, трудитесь во имя собственного спасения. И все получится. Все, друзья мои. На этом я и закончу. Если все будет хорошо, то через какое-то время еще что-нибудь запишу. Счастливо.